Иван Андреевич, да? Расскажите нам, пожалуйста, куда падают живые люди на карте Рангель, дабы мы знали. Хорошо, Святослав, сейчас я вам поведаю. Я сделал домашнюю работу. В общем, начнем с наименее важных, то есть с тех команд, которые нам не мешают. В Ясной Поляне у нас ликвиды обитают, там облачно. Смотрим еще что. Есть у нас еще Рожок. Рожок, в Рожке у нас есть какая-то команда. Мид, по-моему, да. Она обитает там. Есть команда Team Gates, которая обитает в районе школы. Но им придется это делить с командой из Турции, название которой я просто не выговорю. Нет, там Охайо, Кузуки, я не помню, честно. Так, что еще известно? В Джорджуле Верхнем Казахстан, а вот в Нижнем у нас намечается вечеринка. Там 3 команды. Это ВТСГ из Европы, это... Корейская команда, она какая-то. Это... Корейская, это... Gold или Black? Это ЦГ... А, нет, это Дженджи. Какие-то... Ну, короче, там тоже еще какая-то корейская команда. И еще вроде еще какая-то команда ниже. Ну, то есть это нам не особо важно, потому что на ротацию это не влияет, они сами там поубивают друг друга, а мы уже приедем там занимать то, что надо. Так, в Гадке у нас тоже есть какой-то коллектив. По-моему, это из Океании, это шефы. Да. Шефс. На удивление, починки свободны. Но также их может кто-нибудь занять. Так, Сосновка, кстати, тоже свободна, но в Новорепном у нас есть 2 команды. Это команда из Америки, это Honey Badger Nations, и еще одна команда. Тоже Gold или Black? Это одно из них. Да, нет, да, это CGX. Это получается в Новорепном вместе с Honey Badger. Ну, с Новорепного мужчины полетят в Сосновку, они не будут там. Но они кто-то увидит, что Сосновку никто не возможно, 2 падает. команды решат проявить характер и будут меситься каждую игру. Это правильно. Best of 8. Для нас это правильно, Это я согласен. Согласен. Из европейских команд Можно тоже туда Knight попасть. забирает такую довольно-таки обширную территорию, они берут Shelter, Prison, Mansion, Липовку. Ну, в общем, офигели. Так, еще на Milty Power у нас будет заруба, там команда из Японии. Revenge и... Нет, там Savage команда. Да. Погоди, Savage это не Япония, Savage это Норс Америка, вообще, они вот это Milty Power. И еще одна команда, блин, вот я не понимаю, там эти, как команды из сестры называют их еще, по-моему. Я не различаю названия. Гена G Gold и Гена G Black. Не, И это Navaep. ЦГВ, по-моему, лутает из Да. Японии. Но это не точно. В Милте, скорее всего, будут гасты, но опять же, они могут занять и починки. То есть команда. А по починкам кто у нас? У кого вариативная. спал починки? Ни у кого. Вообще у гасты. Сосновку не лутаем, починки не лутаем. Так. Зачем? И теперь самое важное. Есть 2 китайские команды, которые тоже падают по ситуации. Но кто-то из них должен падать на Сосновку, туда, на остров, ну и пусть падают. И вот эти кемпики с фермой. Берег чисто. Еще, возможно, китайская команда будет лутать возле нас, в районе берега, возле Кори, что уже представляет какую-то опасность, потому что они могут там начудить, какие-то ротации, наслать на ротациях, пробивать колеса машинам, да. И еще одна команда, Refund Gaming, откуда она, не помню, по-моему, тоже откуда-то из Сиа. Да. Она лутает Ферри Пир. Вот это самый опасный, думаю, коллектив, через который нужно пробираться в каждый круг. Ну, у нас все стандартные адаптации чисто через ферипиры и через ут. Просто китайская мета, она очень странная. Люди могут и за зоной находиться, и где только им захочется. Сами тоже за зоной катаются. Поэтому вообще проезжать бывает сложно. Но в то же время эти именно 2 китайских команды, они довольно-таки сильные, поэтому я сомневаюсь, что они будут там устраивать какие-то засады, если они будут за кругом. Причем, ну, я даже уверен. Так что не думаю, что будет проблема. То, что ничего не знаем о команде из Ферипира. На что они способны. Способны ли они стать там. Ну, главное, чтобы починки дальше никто не падал, и мы могли спокойно проезжать через поле починок. Согласен. Вполне себе. А то вот эти круги играть очень сложно. Очень сложно. Особенно круг в районе лесопилки, это вообще жесть. Все всегда занято. Да, лесопилка это... Там просто вот эти вышечки, которые стоят, и там просто не проехать, ничего не сделать. А тут open field, в бабочкином доме всегда тоже сидят. А здесь яма, призон. Ну, по полю У сложно нас проехать была тоже. хорошая тактика проезда в лесопилку на одном вазике вчетвером.
да. Да, кайфово было, реально. Но там не повезло, типа, у меня была Реально unlucky. реакция больше всех, я первый как выпрыгнул из горячей тачки. Вот они, Нави, проезжают Шелтер. Мы знаем, что здесь были Huge Potential и НСС. Нави принимают их, взрывают, минус лейв, молодой, Дрейнис! Опыт получили. Потом ты не успел отхилиться. Полный рот опыта. У кого круг, тем легче играть в любом случае. Быстрее споты занимаются. И те же Liquid, типа, справа могут быстро занять хорошие споты, возле Призана, возле Липовки, везде. Лесопилку ту же самую. Обычно они занимают, как это вот эта вот штука называется. Вот эта вот штука. Пожар. Там, да, там хорошо отыгрывается. Потом они едут в Призм, тоже у них на лесопилку нормальный выход потом. И все, это для Ликвидов. Также для Кнайтсов, для Мильта Пауэр всей, которые две команды лутают. Гасты то же самое, тоже правый круг хорошо будет отыгрывать, если будет лутать Мильту. Это все по правой стороне. Ну, мы будем надеяться, что направо, так сказать, уходить не будет. Будет уходить налево, вниз. Все 8 игр. Да, конечно. Да, В Сосновку еще, Разик. да. Чтобы вообще Лучше парочку. И куда-нибудь туда, вон, поближе к крайнему берегу, Сосновочки, вообще отлично будет играться. Супер. А вообще, что касается самих спотов, то вот, Ликвиды, Жоржополь, Верхний Авангар и наш спот Приморск. То есть у нас самый классный спот в плане скорости фарма, скорости лута. То есть в Ясной и в Жоржополе есть вот эти трехэтажки, у которых разница между спауном лута очень большой и долго лутать приходится. Типа в плане, если круг все-таки на нашу сторону пойдет, мы быстрее приедем куда хотим, потому что мы быстрее полтаем. Ну, это факт. Все так же от самолета зависит. Тут в Жоржополе средняя линия только нормально лутается. Ну там такие дефолтные двухэтажки эти. И в Ясной Поляне центр города только лутается нормально. Там закуска и тоже дефолтные домики. И вроде вообще к авангарам кто-то еще падает. Вроде бы. Да, может еще к Авангарам там упасть одна команда. Тоже или из Японии скорее. И прям в первый квадрат, где авангары лутаются. Прям туда же. Ну круг, все, с первый круг все решает, конечно. Лево или право он будет. Типа пофиг вообще по высоте, куда будет круг. Именно решает горизонтальное положение круга больше всего. Не знаю, я не согласен, я считаю, круг не важно какой, можно любой отыгрывать. Ну вот Хорошо. такой будет круг. Можно его отыгрывать. Ну давай ротацию, смотри, мы полутали, Приморск, поехали. Да. Поехали. Ну смотри, вот тут у нас на берегу азиат Ну, сидят. начнем с того, что они Сфере будут тоже сразу высоко. находиться в той стороне. Они же тоже выезжают, босс. Ну в смысле, они же тоже пахают на что-то. Только они все залутают. Они быстрее нас лутаются. Там просто нечего лутать на этом берегу, там помоечка одна, помоечка два. И А, ну типа у нас большой спот, мы типа будем долго. уже первый шлем, UMP, все, что надо. И поехал. так И сказать. дефолтная от края играть опять. А тут, ну считай, вот круг, да, край Ясная. Евгений, круга здесь не будет. Круга здесь не будет, во-первых. А первый круг, он занимает вот такую часть карты, я вам объясню. А дальше уже... Пойдем скрины будет посмотрим, легче. он склал. То есть, То, если что первый круг вот такой маленькой точкой находится здесь. Ну, тогда будет трудно, я согласен. Тогда будет проблема. Евгений, суть в том, что есть куда заехать на первом круге. Да. И посмотреть глазами, так сказать. Да нет, с прочеком-то, конечно. Ну все тогда получается. Это вот мы получили этот опыт Получили? хороший с квалов, то, что типа с прочеком кататься. А то мы там поехали в ферму, вот сюда, вот в ферму заехали, вот сюда. Топ-20. Нормально. Опыт реально Давай хороший не был. будем вспоминать черные дни. Опыт реально хороший был. Не, ну там в принципе все, там третий день был, все команды из колеи выбились, сложно было играть. И кому как что повезло, тот повыигрывал. Держи, короче. А в гадке что еще раз? У нас одна команда? Да. Ну пока что. Ну, Там пофиг. австралийцы. Пофигу, так вот по полю кататься, что как всегда. А как, ну, как всегда катались, так и будем кататься. Мы через гадку один, ну, найтка ездим. Если только наверх, направо ходит куда-нибудь. Ну или направо. Одна-две команды поменять спот в зависимости от самолета. То есть, если им далеко лететь на свой спот, я не знаю, что по пути самолета есть какой-то свободный, может туда упасть. А так никто не будет менять споты. Ну, это все не стараются вначале спокойно пофармить, полутать. Залутаться и Ну, поехать в круг. Просто еще не только там залутаться, а, естественно, еще всякие ротации, наработанные от определенного спота имеются. И, соответственно, когда ты приземляешься в какой-нибудь камешке вместо Приморска, возникают вопросы, как ехать. Вот.
И эти вопросы обычно заканчиваются не очень хорошо, плохим, так сказать, результатом. Ну, потому что ты не всегда знаешь, где тачка спавнится, ну, нормально, и не всегда понимаешь, какую ротацию правильно провести. Ну, либо самое главное, это просто знать, кто куда что падает, и все. Ну, то есть мы, допустим, вот знаем, да, как играть в плане, где найти тачку, там и на вот этом берегу, и у Ферри-Пьера знаем, где найти машины, в том же Коре, типа. Если мы упадем в камешки, мы будем в шоке, потому что там ехать непонятно как, машины непонятно где искать, непонятно кто еще на пути будет у нас, да, поэтому, соответственно, все команды стремятся к тому, чтобы играть от наработанного спота, в нашем случае это Приморск. Бывает, делается сплит, 2 по 2, например, если, к примеру, в Ферри-Пире никого нет, то мы можем один может полутать Ферри-Пир или двое, а двое Приморск, например, в зависимости от самолета. Если самолет был далеко, то, естественно, всем четверым ехать там в Приморск бывает сложновато. Не, ну у нас был запасной спот, это Георгиполь верхний, но сейчас там 2 команды будет, наверное. Ну, одна точно, а может быть 2, и поэтому туда лететь не стоит. Ну все тогда, все понятно. В принципе, карту разобрали. Осталось еще посмотреть Мирамар, наверное. Вот, но это будем делать в следующих видео. А пока спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал Na'Vi PUBG. Впереди очень много контента и ставим лайки.